Всем привет! Меня зовут Франческо, а вы сейчас находитесь на канале The Polyglot Classics, где мы вместе каждую неделю открываем для себя величайшие произведения мировой литературы на языке оригинала. Сегодня я приглашаю вас вместе со мной перенестись в Россию XIX века, в мир полный внутренних противоречий, страстей, мучительных поисков и также глубоких психологических драм. Мы будем говорить о произведении, которое сочетает в себе напряженный сюжет, тонкий психологизм и философские размышления о человеческой природе. Я поговорю о романе Федора Михайловича Достоевского «Игрок». Федор Михайлович Достоевский – это один из величайших русских писателей, чьи произведения глубоко исследуют природу человеческой души, также страсти и моральные дилеммы. Его творчество пронизано поиском смысла жизни, внутренней борьбы между добром и злом, а также социальной критикой. Особое внимание Достоевский уделял проблемам свободы воли и также ответственности личности. Роман «Игрок» возник из личного опыта писателя и отражает его глубокий интерес к теме зависимости и человеческой жадности. Достоевский сам столкнулся с игровой лихорадкой, будучи должником и испытывая финансовые проблемы, финансовые трудности. Этот жизненный опыт лег в основу произведения, в котором азарт и риск становятся не только внешним сюжетом, но и метафорой внутреннего состояния человека. В «Игроке» Достоевский исследует природу страсти к игре как символ человеческой жажды, мгновенного успеха и возможности изменить судьбу без труда. Он показывает, как азарт становится ловушкой, которая порождет иллюзию контроля, и одновременно, которая поглощает человека. Через своих героев писатель Достоевский демонстрирует, что игра – это не просто способ разбогатеть, а выражение глубинной внутренней борьбы, зависимости от судьбы и также собственной слабости. Таким образом, «Игрок» не только рассказ о рулетке, но также это философское исследование человеческой души, человеческой надежды и также человеческой страха. Достоевский подчеркивает, что азарт – это проявление более широкой проблемы, поиск смысла, счастья в мире, где человек часто оказывается пленником своих страстей. Сюжет романа разворачивается в немецком вымышленном городе Ротенбурге, куда съезжаются представители высшего общества и европейской аристократии. Главный герой истории – молодой русский Алексей Иванович, который работает гувернером в семье генерала. Он глубоко влюблен в падчерицу генерала, Полину Александровну. Эта любовь мучительна и противоречива. Полина то отвечает на чувства Алексея, то отталкивает его, играя его эмоциями. Ее собственное положение сложно. Она зависима от финансовых проблем семьи и также от загадочного француза Дегрю, который имеет влияние на ее решение. Семья генерала ожидает смерти богатой родственницы.
бабушки Антониды Васильевны, которая должна им оставить огромное наследство. Однако, неожиданно, бабушка сама приезжает в Рулетенбург и с удивительной энергией начинает играть в рулетку, теряя и выигрывая огромные суммы денег. И ее поведение становится одной из самых ярких и ирочных линий повествования. Алексей Иванович, выйдя в бедственное положение Полина, решает попытать счастья за рулеточным столом. Вначале ему везет. Он выигрывает крупные суммы, надеясь таким образом решить финансовые проблемы Полины и завоевать ее сердце. Однако азарт быстро захватывает его, превращаясь в одержимость. Алексей теряет чувство меры, и его первоначальная цель постепенно отступает на второй план. Как говорит сам Алексей, это дело пропорционально. Что для Ротшильда мелко, то для меня очень богато. А насчет наживы и выигрыша, так и люди и не на рулетке, а и везде только делают, что друг у друга что-нибудь отбивают или выигрывают. Параллельно в романе развивается линия взаимоотношений генерала с француженкой мадемуазель Бланш, охотницей за состояниями. Генерал теряет не только деньги, но и свое достоинство, становясь марионеткой в ее руках. Достоевский через уста Алексея подчеркивает особое отношение русских к деньгам и также к легкому заработку. Тем не менее, нам, русским, деньги тоже нужны, прибавил я. А следственно, мы очень рады и очень падки на такие способы, как, например, рулетки, где можно разбогатеть и вдруг в 2 часа, не трудясь. Это нас очень прельщает. А так как мы играем зря, без труда, то и проигрываемся. В конечном итоге Алексей в одиночестве оказывается. Полина уезжает, разочаровавшись в его характере, отказавшись от его денег. Сам Алексей остается в Европе, продолжая свою жизнь игрока, полностью поглощенный страстью к рулетке. Его трагедия – это трагедия утраты контроля над собой, разложения личности под действием разрушительного азарта. Спасибо за что вы были со мной до конца в этом путешествии по страницам великой русской литературы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и напишите в комментариях, о каком произведении и, конечно же, на каком языке вы бы хотели услышать в следующий раз. Пока!